Не стоит строить планы на будущее с человеком, с которым, по сути, нет и настоящего. Здравствуйте, дорогие любительницы гадания, любительницы Таро. Я рада приветствовать вас в моей творческой лаборатории. Я рада, что вы остаетесь участницами моего такого небольшого закрытого женского клуба карточных гаданий. И сегодня я представляю одно гадание, но оно будет в 3 вариантах, так, чтобы каждая из вас нашла ответы на свои вопросы, чтобы каждая из вас выбрала свою колоду, загадала своего человека. Будет 3 варианта. Мы выясняем сегодня, реальная ваша любовь или нет, потому что, знаете, как бывает, ну, конечно, вы знаете, проходили вы это все. Кто-то в 9 классе, кто-то после института, ну, а кто-то вообще на пенсии. Вот встречаетесь вы с человеком, может быть, переписываетесь в интернете, может быть, уже ходите на свидание, может быть, даже успели друг другу что-то пообещать, и вы полны ожиданий. Вы связываете с этим человеком, например, свое будущее, то есть делаете, ну, как бы в некотором смысле ставку на эти отношения. То есть вы планируете свою судьбу с учетом присутствие этого человека там. Например, отказываетесь переезжать куда-то в другую страну, даже если предлагают выгодную работу, почему? Потому что этот человек остается здесь, вы не хотите оставлять эту любовь. Вот. И вариантов масса таких, когда вы осознанно или бессознательно подстраиваете свою жизнь под иногда совершенно придуманные эфемерные отношения. Отношения, которые не имеют будущего. Насколько реальная ваша любовь? Насколько это осязаемо? Насколько это ваше свидание, ваши разговоры или ваши чувства? Насколько это действительно предмет для разговора? Насколько это событие в вашей судьбе, в его судьбе? Насколько это вообще предмет вот материального мира? То есть сложилась ли вот эта вот энергия, вот этот вот клубочек вашей любви, да? Я всегда любовь представляю себе, говорила уже, в виде шаровой молнии, знаете. То есть это такой маленький, но очень яркий, мощный и опасный сгусток энергии. И посмотрим, есть этот сгусток, шаровая молния, это разрушительная, но и делающая вас счастливыми. Или любовь ваша нереальная, и, может быть, вам стоит поискать другую, в общем, переключиться на какого-то другого героя. Но прежде хочу представить вам карты. Вот интересно вам или нет. Случайно рука взяла, а потом только я увидела, что все они по иллюстрациям известных художников. Первое. Густав Доре, знакомьтесь. Густав Доре француз. Жил он когда? Недавно он жил, ну, в 19 веке, так вот я думаю. Густав Доре считается непревзойденным мастером книжной иллюстрации. Он график, поэтому, видите, как бы и картиночки здесь не живописные, они черно-белые. То есть мы здесь видим графику, но потрясающие иллюстрации, потрясающие просто. Посмотрите, как выразительно, как ярко, хоть и без цвета, без красок. Для первого варианта карты, они так и называются, Густав Доре, француз, кстати, очень рано умер, всего в 51 год, но неизвестно от чего. Хотя жил хорошо, очень благополучной жизнью, ничего с ним такого ужасного не случилось, но смерть все равно ранее случилась. Да? А вторая колода, это, наверное, всем известная Таро импрессионистов. Импрессионизм как течение художественное, течение в искусстве возник в конце XIX века, в начале XX, и во Франции, потом распространялся по миру. Эта школа импрессионистов охватывала и охватывает до сих пор множество самых талантливых художников, а слово импрессионизм происходит от французского импрессио. Впечатление. То есть это карта, это живопись на впечатлениях. Вот она, посмотрите. И
последние карты, они, кстати, очень редкие. Настолько редкие, что вообще никогда не видел ни в продаже, ни у других людей. Откуда, как я их успела урвать, не знаю. И вот эти карты, я их называю злые, они, правда, как это злая колода, я их еще к тому же перевернутыми держу, да, половину. То есть жил такой в 15, наверное, веке в Германии живописец, вообще основоположник гравюры, вот этого гравюрного дела Альбрехт Дюрер. Дюрер, наверное, не знаю, где ударение правильно. Вот. Очень интересный, разносторонне развитый человек был, и очень интересная у него гравюра. Ну, правда, страшные иллюстрации у него есть. Вот помните знаменитая картина «Четыре всадника апокалипсиса»? Это же его порождение, его души, его сознания. Вот такие вот карты. Я их предлагаю для третьего варианта. То есть я их иногда называю Таро Средневековья, но на самом деле вот его портрет Альбрехта Дюрера, или Дюрера, не знаю. Ну, так долго рассказывала вам про эти колоды, потому что я вообще люблю рассказывать про все подряд. И самое главное, чтобы вы выбрали вариант, чтобы дать вам время определиться, первый, второй, третий, потому что мы промахнуться не хотим. Вот представьте, насколько это будет мимо и не нужно, если вы вот не тот вариант выберете, да, и мы скажем, что любовь ваша нереальная, что надо забыть, все напрасно, все поздно, а на самом деле там может быть человек с чувствами, серьезными намерениями. Так вот, включайте вашу интуицию, пожалуйста. Она у всех есть, у кого-то больше, у кого-то меньше, но интуиция еще надо пользоваться, уметь, надо ей доверять. К сожалению, мы не особо умеем это делать. 1, 2, 3. Для первого варианта последовательно достаем карты. Это не будет какой-то специальный расклад. Я буду последовательно доставать карты до тех пор, пока не услышу от вас стоп-слово. Не удивляйтесь, не смейтесь, я все слышу. У меня на самом деле есть довольно осязаемая связь с моей аудиторией. Я очень хорошо улавливаю вот эти вот сигналы, ваши пожелания. Итак, насколько реальная ваша любовь? Да, вам нужно загадать, наверное, конкретного человека, ну, естественно, да. Назовите, как обычно, вслух. Я прошу, чтобы вы вслух сказали вот имя человека, на которого гадаете. Так и вам будет понятнее, ну, не забудете. Можете на бумажечке написать. Если вы, например, на работе смотрите это гадание, да, то, может быть, вслух-то и не надо произносить, особенно если он за соседним столом сидит. На бумажечке напишите. Так, значит, насколько реальная ваша любовь? Ну, все. Ой, приготовились, выдохнули. Ну, карта жрица первая вам выпадает. И карта, в общем-то, тайны, мечты и карта большого женского влияния. То есть, видите, первый посыл, первое сообщение какое для вас. Вы сейчас, вот именно в настоящий момент, когда гадаете, вы сильно влияете как раз на реальность или нереальность истории. То есть очень многое в ваших руках, потому что вы уверены, что у этих отношений есть будущее. У вас есть очень большая уверенность в себе, чрезвычайно. И это хорошо, с одной стороны, мы все к этому стремимся, теперь такие времена. А с другой плохо, потому что жрица – это женщина, которая в отношениях в сильной позиции. Представляете? Женщина в сильной позиции. Что такое сильная и слабая позиция в отношениях? Вы, если не знаете, можете посмотреть специальные видео мои. Они находятся в плейлисте «Вопросы и ответы». Они там есть некоторые, так и называются: сильная сторона, слабая и так далее. Вот. Из сильной позиции вы. То есть ну, вы являетесь магнитом, что ли, центром притяжения в этой истории. Может быть, ваши чувства важнее, например. Вот для кого? Для Вселенной, естественно. Может быть,
именно Вселенная, создавая, придумывая будущее для вашей пары, как раз учитывает более вашу судьбу, ваши потребности, ваши чувства и так далее. То есть вы какая-то главная в этих отношениях. А вот реально, но пока не очень реальная карта. Она не очень реальная. То есть вы главная, но может быть это как раз вот вы и придумали, это интуитивная карта. Пока не знаю, не знаю. Тут не так реалистично, не так, как хотелось бы. Семерка жезлов, да, семерка жезлов – это, конечно, в любовных историях всегда очень прямое указание на ревность. То есть любовь ваша или любовная история, может быть, она и не такая реальная, но ревность очень реальная. Не удивляйтесь, вот я в своей практике так много вот подобных примеров вижу, когда любви вроде бы еще особой нету или уже нет, а ревность присутствует, и ревность ведет. То есть, ну, здесь вот такая все равно зацепочка за реальный мир. Ревность, а что такое ревность? Это значит, что есть соперница, например, но тоже реальная или воображаемая, до конца мы здесь пока не знаем. И, знаете, еще семерка жезлов, это опять же, она очень большую силу вам как жрица дает. То есть я уже сказала, что здесь ведут ваши чувства, ваши фантазии, да, но и вы очень можете в этой конкретной любовной истории разрушать барьеры, и в том числе связанные с конкуренцией. Можете побеждать злодейку или злодеек, конкуренток. Ну, жезл – это, в общем, довольно реальная масть. Ревность реальна. Так, далее посмотрим, что у вас здесь есть. Туз мечей. Ну, вы знаете, туз мечей ведь это тоже карта, очень много возможностей передает в ваши руки. Очень много возможностей. То есть вы здесь, туз мечей даже немножко представляет собой такую волшебную палочку, которой вы можете взмахнуть и покорить этого мужчину, например, всерьез и надолго или навсегда. Волшебная палочка, да, которой вы можете взмахнуть и, опять же, преодолеть все трудности, отменить всех злодеев, всех недоброжелателей для вашей истории. В общем-то, победить. Видите, какой портрет интересной карты выдают? Ваш. Женщина в сильной позиции ведет, сильно ревнует, не позволяет себе ни с кем сравнивать, так еще и готова к резким движениям. Ну, это такая покорительница. Скорее всего, по портрету вы привыкли покорять мужские сердца. Может быть, играючи. Может быть, вам и этот человек не нужен, и другие, по большому счету, были не нужны, начиная там со старших классов средней школы. Просто так покоряйте мужские сердца. Не могу сказать, что это слишком реальные и реалистичные карты. Это просто вот действительно портрет женщины, которой нравится внимание, нравится командовать. Насколько глубокие чувства и серьезные намерения у вас, очень сложно сказать. Это называется покорить и забыть. Поматросить и бросить, в народе так говорят. То есть вы как будто бы цель, вы как будто бы этого человека как трофей хотите отвоевать, отхватить, просто трофей. Знаете, как последний экземпляр какой-нибудь кофточки в Черную пятницу, знаете, в драке у кого-то из рук вырвать, а кофточка эта не нужна, и зачем она была нужна? Видите, давайте побольше карт сразу. Но мечи с кубками, опять же, видите, мечи с кубками мешаются. Слезы со злостью, что ли, с ревностью и немножко с разлукой. То есть то, что вы много об этом переживаете, и с одной стороны, сердце мягко у вас в этой любовной истории, то есть вы этого человека любите, в том числе братской, дружеской любовью, то есть можете пожалеть, как-то ему помочь. И, в общем, скучаете, когда в разлуке. А разлука здесь тоже есть, тоже присутствует. И при этом
скучаете, и при этом вы готовы отказаться от этой любовной истории, потому что уже было, потому что уже что-то не слишком гладко сложилось, и вы считаете, что будет допустимым решением, например, уехать, все бросить, скрыться за горизонтом, вот, и так далее. Но вы такая самолюбивая здесь получаетесь, поэтому вам разлуки не нужны. Для вас разлуки очень разрушительны, они вас очень расстраивают. То есть если вы разлучились, даже по понятным объективным причинам с человеком, да, вы тут же говорите: ах, ну, значит, и не надо, не больно-то и хотелось, как-то так, а сами скучаете, продолжаете. Своеобразный характер, вы особенный человек в любви. Карты говорят именно про вас, что вы в любви особенный человек. Я даже могу предположить, что какая-то Венера у вас мечтательная, не в земном знаке точно, не в огненном даже. Воздушная Венера, какая-то такая, из озорства, можете романы начинать из озорства, просто для шоу, знаете, как шоу сделать, жизнь украсить. Либо водная Венера у вас, то есть вы немного жалостливая, немного добрая, если такое, так говорят вообще-то. Вот. Не слишком реальная любовь, не слишком. Самое главное, что портрета самого мужчины нету. Про него мы что скажем? Где он? А знаете, если нет портрета мужчины, это что значит? Это значит, что он и особо и не важен. Он не важен картам. Он сказал про портрет. Ах, король жезлов. Ну, не зря мы, видите, я еще одну карту сюда достала, третий ряд. Вот. Ну, знаете, очень символично, что портрет этого мужчины выпадает именно последней картой, на последнем месте. То есть во всей этой любовной истории ваши мечты, фантазии, переживания, ваша привязанность и готовность уйти, резкость, ревность – это все ваше. Понимаете, во всех этих словах ничего вот такого по-настоящему реального, в общем-то, нет. А мужчина в последнюю очередь, то есть его дело сторона. Кто он, что он? А он противостоит. У вас кубки с мечами, а король-то огненный у вас. Ему все это непонятно. Он стоит особняком. Вы не в паре. Здесь нет карт про пару. Король жезлов – это огненный мужчина, представитель огненной стихии, огненного знака, деятельный, яркий, очень стремительный и такой, который не любит надолго задерживаться с девочками, любит ненадолго только опалить крылышки какой-нибудь, это же огонь, да, опалить крылышки какой-нибудь бабочки и помчаться дальше. Вот. Ну, портрет, да, хорошо, есть. Кстати, мужчина не молодой, не старый, примерно вашего возраста, плюс-минус 8 лет для карт, да, для карт, для звезд, плюс-минус 8 лет, это одно поколение, это считается ровесники. Вот, и ждите известия от него, ждите его решения, причем он может очень настаивать, он вообще-то очень решительный человек, этот. Очень решительный. И вот когда он возьмется за дело, когда он станет демонстрировать такой яркий, горячий, живой интерес, вот тогда история, конечно, будет намного более реальной. И, судя по всему, это скоро, это не за горами, потому что у него страсть, и он планирует как удивить вас, готовит для вас какой-то сюрприз, либо появится после разлуки, позвонит, приедет, либо вдруг какое-то крупную озвучит вам какое-то свое решение, при этом будет настойчив. Новое будущее ждет. Новый этап в отношениях вас ждет. Вы выбрали второй вариант. Хорошо, молодцы. Таро импрессионистов для вас. Загадайте, пожалуйста, одного конкретного человека, иначе наше гадание не имеет смысла. Гадаем мы на пару и хотим узнать, насколько реальны ваши отношения. Какой смысл
именно вы вкладываете в это слово, реальное или нереальное, это может быть ваше дело. Это тоже довольно индивидуально, да? Но все равно в целом мы представляем. То есть реальные отношения, в моем понимании, это те, которые имеют продолжение, те, которые могут закончиться, которые могут иметь какой-то, знаете, овеществленный результат. Например, кольцо на пальце, обручальное, свадебный торт, да, вполне себе материальный объект. А ребеночек, когда родится, тоже материальный вполне объект. То есть вот, в моем понимании реальные отношения – это те, которые связаны с реальными вещами. Кстати, не обязательно брак. Можно и в любовницах успешно, удачно походить, да? Но тогда реальные вещи – это подарки. Это подарки, предметы материального мира. Кому-то квартира, машина достаются, кому-то помельче там что-то. Но все равно это делает отношения реальными. Предметы материального мира. Вот что такое реальные отношения. Итак, реальные ваши отношения или нет? Здесь карты будут иногда переворачиваться, но это мы не учитываем, потому что это случайность, да, это недоразумение. Мы не хотим здесь перевернутую карту, ведь это у нас будет вот другая колода. Ну, королева мечей, да, королеву мечей мы видим в основе. А вы знаете, королева мечей, это, конечно, вы знаете, вы все, конечно, знаете. Злодейка, разлучница, поэтому любовь, отношения между вами, не знаю, реальные, нереальные, мы, ну, не знаю, пока. Это все после, я скажу. А вот то, что у вас реально только злодейка. Злодейка, разлучница, в общем, другая женщина, вот она вполне реальная. Она такая, ее можно потрогать, нарядная, довольно воинственно настроена. То есть это же не просто какая-нибудь королева, да, там королева кубков, например, влюбленная. Нет, это королева мечей. Это такая, с которой лучше не связываться, которая постоит за свое. А колесо фортуны здесь же у вас выпадает. Ваши отношения по судьбе, вот что я могу сказать. Они радостные, они счастливые, поэтому, может, и не надо особо думать, реально или нет. Счастье, радости, какой-то реализации, каких-то восторгов эти отношения вам приносят очень много. Так Вселенная захотела, она вам, Вселенная познакомила вас с этим загаданным человеком именно для радости, чтобы вы почувствовали счастье, чтобы вы почувствовали жизнь в конечном итоге. Ну, вы знаете, да, высшие силы так обидно, что ли, несправедливо с людьми распорядились, да, что счастье, мы счастье чувствуем только в любви. Кто переживал, кто плавал, знает, да? Все остальное это несерьезно. Это все тлен по сравнению с теми эмоциями, которые любовь дает именно человеку. Ой, отшельник со звездой вам выпадают. Но трудно найти менее реальных карт в этой жизни, да? Вот прям трудно найти или более нереальные карты. Они обе говорят про фантазии. То есть это любовная история, плод мечты или, в общем-то, сама мечта. Поэтому пока я так скажу, даже вот еще одну карту не хотела, да, хотела здесь 3 достать, но вывалились сами они. И плод мечты, конечно, очень много придумано в этой истории, очень много. Может быть, даже все от начала и до конца. Но все-таки это не мешает вашему счастью, вашей радости и вашим восторгам.
все равно на радость дано. Реальная только соперница, то есть, иными словами, я так скажу, загаданный вами мужчина имеет реальную историю с другой женщиной, вот она. А с вами, для вас, это только лишь сказка. Выдуманная, придуманная, но красивая, но очень необходимая вам в настоящий момент. Чтобы вы понимали, я вас нисколько не отговариваю поддерживать такие отношения. Кстати, эти карты мне напоминают про девочек, у которых Венера, планета любви, в 12-м доме находится, которые на тему любви только фантазируют, но никогда в реальной жизни любовью не живут и не имеют любовных отношений. Эта фантазия для вас пусть будет, да, намного лучше реальности. Если вы ближе подпустите этого человека или лучше его узнаете, да он вам и не нужен, скорее всего, будет. Вы ему скажете: скорее ступайте из комнаты, чтобы я начала писать про вас стихи. Что мы видим? Абсолютно выдуманная, действительно нереальная история. То есть здесь даже вот, поскольку карта звезда и отшельник, это, знаете, даже вот какая-то отсылка очень точечная есть к астрологии, каким-то астрологическим вот моментам. То есть как-то вы эту любовь от звезд получили или с этим человеком гороскопами зацепились, как тоже часто бывает. Знаете, в моей практике я же вижу удивительные сочетания гороскопов в паре мужчина и женщина. Удивительные, редкие, иногда очень подходящие. Да я даже спрашиваю иногда некоторых девочек: как же вы встретились, как же вы друг друга нашли? Вот просто идеальное попадание. Понятно, что расстаться невозможно, потому что это как пазл сходится. А иногда спрашиваю другое, тоже спрашиваю: как же вы друг друга нашли, потому что люди встречаются очень разные. Непонятно, как они друг друга могли заметить. И вот здесь у вас, видите, это отсылка к астрологии. То есть у вас судьба, понятно, Вселенная, звезды, какие-то очень сложные аспекты, редкие аспекты в гороскопах и у вас, и у него. И вас это свело. Это абсолютно не делает историю реальной. Да, она и не нужна. Здесь должен какой-то вот сценарий отыграться по звездам. Реальных карт нету здесь. Далее продолжаем. Целый ряд мечей выпадает у вас. Отношения конфликтные. Не удивляйтесь, не спорьте, в смысле не расстраивайтесь. Так и должно быть. Критикуете друг друга, претензии предъявляете. Ну, во-первых, когда есть соперница, тогда есть и ревность, правда, и тогда претензии неизбежны. Во-вторых, когда гороскопы сводят людей, там нужно очень сложную программу, как правило, отыграть. И без конфликтов это невозможно. Там одним нектаром никак история не исчерпывается. Там всегда ссоры, споры, конфликты. Вот. И, собственно, портрет, штрихи к портрету вашего молодого человека. Рыцарь мечей, паш мечей, молодой достаточно, умный, острый на язык, глазки быстрые, конфликтный, возгорается быстро, правда, быстро также и затухает. И, кстати, видите, королева мечей с рыцарем мечей, ну, как бы мы ни хотели от этого уйти, да, как бы мы ни пытались, все-таки они же пару составляют, они одной масти. То есть подумайте, вот эта другая женщина, соперница, да, она ведь хорошая пара для него. Ну, то есть похожи они чем-то, нужны друг другу сильно. Опять же, сладость ваших фантазий, их полезность никто здесь не оспоривает и никто не отменяет. Но интересно, что карты выдают портрет. А мужчина очень беспокойно к вам, кстати, относится. Ну, если это в плюс, да, пойдет, например. Он относится к вам именно беспокойно, то есть нервничает. Он может ругаться даже с вами, он может что-то такое
ну, слишком дерзкое, резкое говорить, писать, соответственно. То есть он какой-то на словах остренький, остренький такой. Ну, некоторые любят, собственно, все любят, что я говорю. Не знаю. И снова карты нам подтверждают, что в жизни вашего героя есть, имеет место какая-то другая женщина. И связывают их максимально реальные вещи. И пока я не вижу, чтобы эта история кончилась у них. Пока я не вижу, чтобы они там разошлись, и, например, у вас был бы шанс, у вас была бы возможность занять ее местом. Впрочем, мы должны же как-то оптимистично закончить это гадание. Что я могу тут сказать? Ну, вообще, продолжайте. Вот. Если вам нужен все-таки ответ, что же их так сильно связывает, его, вашего героя с этой женщиной? Они богатеют вместе, у них покупки крупные, они наживают тут и недвижимое имущество приобретают, и просто богатство какое-то у них идет и приветствуется. Вот, в общем, ответ банальный. В большинстве историй он такой идет. А вам из жизнеутверждающего что я скажу? Ну, мечтайте, не теряйте из виду эту путеводную звезду, если для вас ваши чувства такие ценные, если для вас такой ценный этот человек. Самые смелые девочки собрались у нас здесь на третьем варианте. Я же предупредила, что эти карты максимально злые. Такая откровенная колода. Может быть, потому что это, видите, карты с картинками из средних веков. А средневековье, ну, вы понимаете, да, это суровое время, 15 век. Это как раз, когда красивых женщин на кострах сжигали за длинные волосы и длинные языки в основном. То есть, поэтому, может быть, такие суровая колода такая. Это для тех, кто любит максимальную правду. Ну, посмотрим. Итак, загадайте, пожалуйста, определенного мужчину без личности. Это гадание не имеет смысла. Мы спрашиваем, насколько реальная любовь между вами, насколько вы реальная пара. Что такое реальные для меня отношения? Это отношения, которые ведут к каким-то изменениям в материальном мире, к заключению брака, рождению детей. Вы можете свой какой-то смысл, вот в слово реальное или нереальное, вкладывать. О, поздравляю! Самые злые карты, самый на сегодня добрый ответ, говорят. Первая карта – сила. Это самая реальная карта вообще в ряду старших арканов в колоде Таро. То есть сила – это вообще, это просто воплощение самой реальности, воплощение всего абсолютно такого, знаете, материального, иногда даже это материальные дела, плотские, иногда говорят низменные, да, какие-то. Это очень плотская карта, то есть плоть. Она описывает страсть, она говорит, что между вами... А что может быть реальнее, да, чем физическая страсть между людьми, физическое притяжение? Вот на этом уровне у вас просто... ну, как энергетический центр, да, вашей любовной истории, это именно страсть, физическое притяжение. Но так и должно быть по-другому, на другой основе. Это отношения, в общем-то, и не держатся, да, между мужчиной и женщиной. То есть страсть нужна все равно, как бы ни было там что-то еще. У вас очень реальные отношения. Можно не гадать сразу, да, ответили и разошлись. Ну, посмотрим, какие карты будут еще. Восьмерка пентаклей перевернутая. Ну, от того, что она перевернулась, она тоже своей реальности, реалистичности, приземленности, денежности нисколько не теряет. Восьмерка пентаклей в гаданиях на любовь обозначает буквально серьезные намерения. Пусть перевернулась. Это может быть
отложенные серьезные намерения. У вас, у него намерения, перспективы брака, перспективы быть вместе и так далее. Ну, может быть, почему-то задерживаются, знаете, там политическая ситуация не позволяет, например, или учится кто-то, или работает далеко. Но в целом это самая реалистичная карта. То есть между вами и денежные интересы присутствуют, причем какие-то такие понятные, честные денежные интересы. Ну, что-то вроде одной ипотеки на двоих. И да, очень реальная любовь. Здесь пока я не вижу даже места для мечты или для какой-то выдумки. Десятка мечей, прямая, говорит, что может быть вот это как раз приземленность и вот это такая реальность ваших отношений, осязаемость. И это настолько хорошо, что даже и плохо, потому что это кризисная карта. Вы можете ссоры, кризис, а может и расставание, и разлуку получить именно как раз из-за страстей ваших, потому что они неизбежно, знаете, притягивают к себе и ссоры, и ревность, и так далее. Вот трагедии Шекспира, да, мы вспомним. Вот. И из-за денег можете точно так же поссориться. Смотрите, где-то кризис у вас близко в ваших отношениях. Переживете вы его или нет? Не знаю пока. Пентакли. Ну, конечно, это очень реальная история. Максимально реальная история. Знаете, как карты говорят, реальная буквально до волшебства. Реальная до волшебства. Вот до такой степени. То есть это проект. Позволю я себе уж такое слово, ладно, циничное. Ваша пара, ваша это любовная история, романтическая, это прям проект. Это как вот все равно, что бизнес вы открыли или дело какое-то. То есть вы знаете, чего хотите очень хорошо, идете прямо к цели, не замечая препятствий, командуете, управляете или стремитесь к тому, чтобы было по-вашему. Здесь есть, вот женской карты пока нету, да, но все равно собирательный образ напрашивается, некий портрет женщины очень сильной, даже физически, очень эгоистичной и очень практичной. Смотрите, сколько пентаклей в гадании на любовь. Я подозреваю, что вы, либо у вас Солнце в земном знаке, да, Телец, Дева или Козерог, либо у вас Венера в каком-то земном знаке. А иначе откуда столько практичности, столько хозяйственности в любви? То есть вы прям вот и зарплату, что ли, его заранее посчитали и распределили уже, да? Вот. Но это очень реальная история. Очень. Ни одной карты про мечту, ни одной карты про, ну, знаете, какую-то неуверенность в себе или сомнение в будущем. Отношения продвигаются по какому-то очень циничному практическому сценарию. Вот. Новости, опять же, материальные, о покупках совместных, о совместных заработках, например, о какой-то взаимной помощи, помощь, которая тоже монетизируется, то есть там какая-то валюта понятная есть для вас двоих. Что карты рекомендуют? В принципе, это туз, да, мечи, пятерку. Так. Ревность была, но она уже в прошлом. Почему? Наверное, вот была у вас ревность к этому человеку, и эта ревность не смогла найти выход. Знаете, ревность как... Она же требует ответной реакции. А если мужчина инертный остается, если он не реагирует, или, может, повода не дает, у вас, видите, какая-то как ревность, соревновательность, что ли, она, ну, не нашла выхода. Вот она законсервировалась где-то и, в общем, ну, в раскладе присутствует. То есть потенциально такая
Мина замедленного действия в виде ревности. А я с самого начала сказала, где сила вот эта, где страсть, там ревность обязательно будет. Просто у вас с этим конкретным человеком загаданным поревновать, поистерить, по сценам ревности закатывать не получилось. Ну, не такой он, не пошел в эту игру, не втянулся. Но она есть у вас. Может быть, именно это вас расстраивает. Есть какие-то моменты из прошлого, о которых вы очень сожалеете. Кстати, это разбитое сердце. Это может быть его увлечение, но давно забытые, совершенно не актуальные. Однако у вас в сердце тупой иголкой это все сидит. Ваша ревность, которая выхода не нашла, обида из-за некоего треугольника, там измена реальная или нет, мы тут даже это не обсуждаем, потому что это не предмет. Это долго будет. Вот. И все, что было вот нереального или плохого в этой истории для вас, забылось в прошлом. Оно ведь не внизу карты, под ногами. Под ногами. Оно ушло уже. И это очень хорошо. Вредная привычка вам выпадает. Вредная привычка в данном случае ревновать и вспоминать своему партнеру прошлое. Такой вот вывод, третий вариант. Оригинальные карты, оригинальный сюжет, оригинальный какой-то ваш гороскоп мы здесь просматриваем, да? Практичная вы женщина, уверенная в себе, прямо вот такие. Вы, наверное, в нереальную любовь вы бы и не окунулись, вы бы туда и не пошли бы. Не заманишь вас калачом даже в какие-нибудь, ну, знаете, романтические туманы, бредни, да? Наперед все посчитайте. И при этом женщина страстная. Никаких особых предостережений, особых советов нету для вас. Ну вот единственное, что не вспоминайте прошлое. Там дурное или чуть-чуть дурное прошлое, просто не вспоминайте. Будет вам счастье. Спасибо.